Всем привет! Это канал «Взгляд с трибуны», и сегодня я продолжу знакомить вас с миром европейского футбола. Я прилетел в Нидерланды, я приехал в город Утрехт, нахожусь на его центральном вокзале. И сегодня здесь местный одноименный клуб в рамках очередного тура высшей лиги Нидерландов сыграет с Волендамом, с новичком элитного дивизиона. Фанаты Утрехта являются одними из самых крутых ультрас страны, так что я не сомневаюсь, что будет и ярко, что будет горячо. Я настраиваюсь на самый позитивный лад, вы же тоже на него настраивайтесь, подписывайтесь на канал, если этого не сделали, ставьте лайки заранее, конечно же, пишите комментарии. Все это помогает продвижению моего контента и развитию канала. Ну и погнали, нас ждет Утрехт Волендам, будет интересно. Бодрая полчасовая прогулка от центра Утрехта, и я около стадиона Галденвард, являющегося домашней ареной Утрехта. Вот такая атмосфера здесь перед стадионом. Дети играют в баскетбол, играет музыка. Есть палатки с едой, конечно же, нидерландская картошка. Вообще, если честно, стадион Утрехта больше напоминает какой-то торговый центр. Все из стекла и бетона. Вот это, собственно, центральная трибуна стадиона, на которой я и буду сегодня находиться. Ну и здесь внизу есть бар. Туда я предлагаю заглянуть, посмотреть, чем поет гостей Галденвард Стадиум. Вот такой здесь бар. Больше напоминает какой-то клуб, если честно. Интересен сам концепт. Вы покупаете пиво на барной стойке, вам наливают его вот такие маленькие стаканчики 0,2. Потом вы идете вот куда-то в угол на кассу и там оплачиваете. Вот такого я еще нигде не видел. Всем Утрехт! Cheers! Ну и здесь же в фан-зоне предлагаю перекусить. Картошечка, как я и говорил, традиционная нидерландская. С таким видом стадион, картошка. Всем приятного аппетита. Ну и отличного футбола нам всем. Офигеть, тут атмосфера! Отличный суппорт, но есть проблема, мне кажется, здесь с акустикой какая-то беда на стадионе. Вроде бы я сижу прямо рядом с сектором ультрас, и я слышу, что они поют, но слышу это очень плохо. Вот, не знаю, ну что-то надо, мне кажется, здесь делать с этим, потому что вроде как все визуально смотрится хорошо,
Я понимаю, что они очень классно поддержат команду, но не слышно. Что бросается в глаза на вечернем домашнем матче Утрехта, так это то, что мачты освещения, стоящие по углам стадиона, кажется, здесь существуют в принципе как декорации, как дань временам ушедшим, потому что вся подсветка сейчас под крышей стадиона, как вы можете видеть, а мачты, ну, вот они есть. Единственное, что я могу о них сказать. В плане акустики еще, конечно, очень интересный факт, это то, что гостей слышно очень даже хорошо. То есть вот их очень мало, видите, там в лучшем случае четверть сектора заполнена, но при этом барабаны, заряды, песни, все это звучит очень даже допутно и до сюда доносится без проблем. При этом домашних фанатов, вот честное слово, слышу очень плохо. Удивительно. Ну, вы сами видите, такая конструкция стадиона, зияют дыры по углам, весь звук вот куда-то туда и улетучивается. Обидно, очень классно поддерживают. Я знаю, что здесь очень крутые ультра, крутой суппорт. Жаль, все это не долетает даже до ближайших центральных секторов. Футбольный клуб Утрехт был основан совсем недавно, в 1970 году, в результате слияния 3 клубов из этого города. Ну и за 55 лет своей истории похвастаться чемпионством не может, но при этом трижды выигрывал Кубок Нидерландов и однажды взял суперкубок. Один из его предков брал чемпионство, так что, конечно, Утрехт может сказать, что приложил руку к высшим титулам, но на бумаге все-таки этот титул принадлежит совершенно другой команде, а Утрехту еще бороться и бороться. Как я уже сказал, играет Утрехт на стадионе Галденвард и вмещает на стадион 24,5 тысячи зрителей. Навскидку, ну, вот если взять на четверть всего лишь заполненный гостевой сектор, буферную зону между гостевым сектором и завороткой болельщиков Утрехта, ну и зияющие дыры то тут, то там на центральных секторах. Но мне кажется, 1018 сегодня есть, но точно не больше. Конец тайма, гости открывают счет на радость не самой большой армии своих болельщиков. Красавцы, Коля, да? Такая здесь на центральном секторе стадиона подтрибунка. Есть палатки с едой, с напитками. Вот Дранкис, напитки, логотип Утрехта. Наливают пиво 0,35 бада, стоит 4,60. Есть белое вино за 5 евро. И всякие коктейли, там и водка, и вот с Red Bull'ом чего только нет. Есть и палатки с едой, гамбургеры, закуски. Вот гамбургер стоит 6,75. Есть какие-то крокеты, фрикадели 4,50, 4,30. В общем, голодными здесь тоже не останетесь. Есть какие-то сэндвичи, хот-доги. Нормально, неплохо, симпатично. Погнали смотреть футбол. Под конец перерыва стадион превратился в площадку для хардкор-техно-рейва какого-то. Ну, Нидерланды. Куда же без такой музыки? Конечно же, я был бы не я, если бы не задегустировал местную еду. Вот я взял вот такой крокет в булке, 4,5 евро. Пробуем. Без понятия, с чем крокет, непонятно.
Он такой крокет. Вообще не могу понять, что там внутри, но начинка сочная. Картошка, очевидно, с мясом. Нормуль. Неплохо. С начала второго тайма очень бодро начал атаковать Утрехт. Благо воротов, которые атакуют, находятся прямо перед фанатской трибуной клуба. Ну и, мне кажется, фанаты тоже приободрились. Надеюсь, дальше будет только лучше. In de 53e minuut maakt FC Utrecht de 1-1. Een doelpunt van onze nummer 15, Adrian Blake. In de 75e minuut maakt FC Utrecht de 2-1. Nog een doelpunt van onze nummer 16, Soufiane El Karouani.
матча команда делает круг почета, аплодирует всем трибунам. Красавцы, молодцы. Не молодцы, кстати, игроки гостей. Волендам просто покинули поле. На самом деле там и болельщики тоже уже ушли. Выглядит выход с сектора по окончании матча. И безумная очередь. Ну, дело в том, что там в конце одна такая узкая лестница, по которой всем нужно выходить. И это, конечно, такое себе. Конечно же, я не мог покинуть стадион, не зайдя в фаншоп Утрехта. Вот он, в центральной трибуне. Пойдем быстренько посмотрим, чем здесь торгуют. Видите, фаншоп небольшой, но в общем и целом есть интересные вещи. Вот футболка с логотипом команды. 25 евро. Простенько, но симпатично. Для машины всякие аксессуары по 8-7 евро. Есть шарфы, шапки, рюкзаки. Даже тоже в наличии. Есть панамы. Черная. Кстати, очень хороший, такой качественный здесь логотип. Есть красная, идут по 25 евро. Шарфы по 18. Есть значки, очень качественные, и стоят всего лишь 2,5 евро. Но вот это прям вообще победа. Форма играет Утрехт в Кастора. Гостевой комплект интересных цветов. Вот это прям вот топовая, кстати, зеленая, мне кажется, третья форма. Стоит 85 евро. Ну и вот домашний комплект, в котором сегодня Утрехт играл, тоже 85 евро. Есть шарфы, посвященные группе Лиги Европы. Вот, между прочим, Утрехт играет с Ноттингем Форест, с Селтиком. Прикольно. Есть очень качественные худи Утрехта, тоже Кастора. 90 евро. Ну, стоит, конечно, очень дорого, но качество топ. Как я уже сказал, сувениры здесь просто максимально качественные. Это Магнит. Я такие значки у нас в Англии сейчас собирают в таком же стиле. 2,50. Огромный Магнит. Значки по 2,50. Ну, топ. Есть много брелков. Ну, это вообще, чтобы такие цены везде были. Это просто кайф. Есть вымпелы, бутылочки для воды, кружки. В общем, очень даже неплохой, качественный фан-шоп у Утрехта, я вам скажу. Где, как ни на лодке, на каналах Амстердама можно закончить видео о футболе в Нидерландах. Вот он, я здесь. Да, в Утрехте я задерживаться не стал. После матча вернулся в столицу Нидерландов. Наслаждаюсь прекрасной осенней погодой этого города. Я думаю, вы сами уже могли убедиться по предыдущим кадрам. В общем, если подводить итоги, если честно, от матча Утрехта я ожидал большего. Я был наслышан о том, что у них очень крутые фанаты, но, возможно, особенности стадиона сказались, ну или просто статус матча, статус соперника был не самый топовый, и они не смогли предстать перед нами во всей красе. Но, тем не менее, мне понравилось предматчевое шоу, ну и в общем и целом стадион приятный, и было классно. Матч тоже выдался на заглядение, так что, ну, ставлю такую
4. И я надеюсь, что, может быть, в следующий раз, когда я увижу фанатов Утрехта, они будут намного круче. В общем, надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, делиться видео с друзьями, конечно же, писать комментарии. Все это помогает развитию канала и продвижению моего контента. Ну и до встречи на стадионах Англии и мира. Впереди очень много интересного. Не пропустите.